Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Сегодня мы продолжаем заниматься нашим безумнейшим проектом Zilla Tahoe. Это самый комфортный ZIL в мире, который, я думаю, будет существовать. Коробка и трансмиссия Chevrolet Tahoe, внутрянка салона Chevrolet Tahoe, а снаружи это будет обычный ZIL 131. В сегодняшней серии, я надеюсь, мы продвинемся наконец-таки с постройкой этого проекта. Да, проект очень сложный, предполагает очень-очень много работы, мелочевки всякой, закадровой работы очень-очень много. Поэтому, друзья, огромное вам спасибо, что ставите лайки, что подписываетесь на наш канал и, конечно же, поддерживаете нас на Бусти. Огромная всем еще раз благодарность. Долго не разглагольствуем, работы предстоит очень много, потому что я чуть-чуть подзакупил ништяков, купил люк, купил фитинги, и у нас есть определенный объем работы, который мы можем уже делать. Так что вам приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, печенье, все как вы любите. Ну а мы приступаем. Погнали. Вот такой люк от автомобиля «Газель» я приобрел. Вот, его мы врежем. Под него уже сделано отверстие. Вот, Юра его здесь заваривал, пока я ездил на обеде. Сейчас Юра уехал на обед. Я доварю эти все вещи, и мы вклеим люк, чтобы у нас была готова кабина к установке туда, уже на шасси нашего Tahoe. Это решение вварить усилитель. Вот распилили трубу 20 на 40 вдоль. И сейчас сварим такой усилитель для крыши, потому что ненадежно. Типа надо ее выгнуть вот тут вот больше, а? Там уже, чтобы она туда. Ну конечно, вверх, видишь зазор какой? Либо отпилить, может, слишком длинную ты ее сделал. Без фанатизма. Хорош. Дырки пропекаешь. Все. Держи. Варили два усилителя. Ну, конечно, не супер ровно. Супер криво. Да, хотели супер ровно. Одень очки, Юр. Хотя бы. Ну, неважно. Главная задача этого усилителя — это усилить саму крышу. А ровно там или криво — это уже не принципиально. Хотя можно было и ровно варить. Ладно. Самый ответственный момент. Давай. Той стороной хоть. Может, не отсюда? Да, тебе там надо держать будет. Давай, тут откорректирую, если что. Просто мне нужно завести ручку. Давай. Чтобы ручку завести мне надо. Давай я возьму за ручку. Ага. Вот так. А мне? Я отпускаю. Убирай руку. Ниже надо, да? Так. Ручка заведена, не бойся. Вот так. Все. Вверх опускай. Вот. Все, он сам ляжет, не дави. А, вот тут внизу надави. Вот тут. Ага. Ну, можешь и вверх чуть-чуть надавить. Люк вклеен, все четко, герметик замазали здесь, но вымазались полностью все, как обычно, в общем. Вот так это выглядит изнутри. Чуть-чуть нет запаса, конечно, плохо.
Но ничего страшного, сильно здесь опускаться тоже нельзя, потому что будешь потом биться головой в этот потолок. Так что будет нормально. Вот такой у нас тюнинг. Здесь тоже зашпатлюем, и все будет красиво. Так, пытаюсь здесь соединять трубки. Воняет краской, не пугайтесь, что я в маске. В общем, удлиняю вот такими фитингами пластиковыми. Но это якобы мазовская конструкция. Не знаю, как она будет работать, насколько она надежная. Но первое впечатление такое себе. Так, все. Осталось нам еще удлинить вот эту трубку. Вот, она тоже идет, но здесь у нас на штуцере обрезана резьба. Я не уверен, что мы сможем здесь что-то сделать. Возможно, нужно нам искать вот такой штуцерок, блин. Вот, поэтому пока что не знаю, что и делать. Люк наш уже высох, все, гермет засох, как резина такой плотненький стал. Еще сейчас пройдусь шпатлевочкой здесь, вот эти вот места, и будем устанавливать кабину. Воздух соединен, Юра там зажимает кардан, уже последние болтики. Ну и сейчас нужно снимать эту кронштейн запаски и примерять нашу кабину. Вот такие планы. Надо единственное тут навести порядочек, все убрать ключи и будем пробовать. Кронштейн запаски крепится на 4 болтах снизу. Там 2, тут 2 и 2 болта вот в этой части. Вот здесь еще 2, раз и 2. Сейчас их открутим и будем демонтировать. Вытащили ЗИЛ на улицу, здесь нам удобнее будет работать. Но я думал, вылета ковша Ханамага не хватит, но хватает. На пределе, но хватает. Давай.
сожалению, первая попытка установки кабины не удалась, потому что, возможно, нам мешает бак. Вот прям велика вероятность этого. Сейчас планируем перецепить, чтобы она горизонтально шла, и будем примерять еще раз. Плохие новости. После удлинения кабины у нас теперь мешают баки. В общем, приключения продолжаются, но в такой постройке сложнейшей без приключений никак. Поэтому вынужденная мера. Снимаем бак. Оба бака. Это прям печаль. Даже не знаю, правильно было бы, может, карманы срезать эти. Не, неси сразу. Ну что ж, третья попытка оказалась относительно удачной. Вроде бы более-менее все стало. Сейчас посмотрим, но мне почему-то хочется вот чуть-чуть приподнять его, потому что наша тормозная камера, блин, тут бедная в шоке. Да, тормозной кран в шоке. Надо подложить. Тут страху нету, если мы ее чуть-чуть выше поднимем. Но зад нужно оставлять как есть, наверное. Пока не знаю, сейчас буду думать. Зажимаем кабину. Передние подушки зажали, две. Сейчас зажимаем задние. Болты удлиняем, потому что пришлось нам подкладывать сюда, делать подкладки из-за того, что у нас тормозной кран цеплялся вот там. Теперь будет все нормально. Тормозной не цепляется. Здесь тоже подложили две прокладочки. Ну, подушки ураловские от раздатки. Ну и вот так будет выглядеть кабина наша. Вроде бы все должно быть четко. Сейчас зажимать будем. Перемоки тут у меня в масле. Отлично. Работы еще очень много. Смотришь на это, на все. Слезы наворачиваются. Ну, Чем больше мы делаем, тем видим, что нужно еще больше и больше. да, меньше как-то не становится работы. Все больше и больше почему-то. Ладно, работаем дальше. Друзья, мы продолжаем заниматься нашим зилотахом. Ну и хотим попробовать вот здесь вот установить бак. Юра уже подзачистил. Нужно будет покрасить, чтобы сюда уже потом не лазить. И нужно будет врезать нам топливный насос от Таха. Прежде чем запускать, а первое, что мы будем делать, это, наверное, пытаться его запускать, этот мотор. Вот, нужно нам сделать топливную систему. Так что потихоньку продвигаемся, сразу же покрасим уже, чтобы потом сюда уже не лезть.
Топливная система. Наша задача сейчас внедрить вот этот насос. Юра уже зачистил бак, все подготовил к покраске. Ну и надо как-то насос сюда врезать. Вот здесь есть уплотнительная резинка. Сейчас что-нибудь придумаем. Сверлим отверстие. Гораздо проще там выпилить болгаркой, но будем пилить сабельной пилой, потому что искры там нам не нужны. Аккуратненько, потихоньку сабелькой будем. Что искры летят, друзья. Это не нравится. Фиксируем наш бак с помощью вытяжных заклепок такого плана. Сверлишь отверстие специальным инструментом. Юрис нас познакомил с этим инструментом. Ему огромное спасибо. Мы теперь успешно пользуемся. Куда он там крутится? Нет? Надо жать пока еще. Все. Вот четко так делаю с герметиком. Вообще классно получается. Все, сейчас все сделаем, попробуем установить. Ну вот такую конструкцию мы придумали. Должна обдержать, по идее. Все на герметик. Ну как? По-моему, прижалось хорошо. Ну, самое главное, что повернуть можно при необходимости. Да. Все. Надо сюда красим. Сделать. Заняться достаточно страшным мероприятием, это попытаться немножко разложить проводку, чтобы понимать, что, куда и откуда, и все ли у нас хорошо. Вот. В салоне здесь немного разложился уже, ну прям чуть-чуть. Вот так это примерно будет выглядеть. Единственное, не помню, ковер здесь сверху стоял, либо снизу. Вопрос. Вот, ну и буду сейчас разбирать переднюю проводку. Кастом проводку сейчас подключим. И будет первый запуск, но нужно вспомниться провода. Думаю, не разобраться тут без накана. Но отработал я электриком 20 лет, поэтому справлюсь, не знаю, справлюсь или нет. В гараже кастом трак-проводку сейчас подключим. И будет первый запуск, но нужно вспомнить все провода. Думаю, не разобраться тут без стакана. Но отработал я электриком 20 лет, поэтому справлюсь, не знаю, справлюсь или нет.
Бери ты нафиг. Ну как смысл весь бак сразу? Что, видите, падает. Вырвали уже все нервы с этим баком, не становится. Пришлось подгибать, болты отпиливать. Теперь у него уже нет шансов. Не ставить. Это была плохая идея врезать здесь топливный насос, потому что мы врезали ее там, где должна лежать шинка. Установили пассажирскую дверь на Зила, потому что нужно определиться здесь с панелью, как и сколько вырезать. Но прежде чем вырезать, нужно собрать панель. То есть сейчас мы перетягиваем весь пластик с Тахо уже в гараж, потому что передают дожди, и толку не будет. Здесь нужно все убирать. Поэтому принято решение снять сиденье. Вот эти два мы их забираем. Но оставшиеся уже останется здесь в Тахо. И, возможно, кто-то купит этот весь комплект. А именно мосты. Передний, задний. Диски. Колеса. Видите, все в сборе. Вот, так что сейчас снимем, что нам необходимо. И уже будет готовый комплект для продажи. Перенесли весь пластик. И все вот это нам нужно будет собрать и установить в наш Зилотах. И вы знаете, глаза разбегаются, и с чего начинать не знаю. Ухватил вот первую попавшуюся панель, нужно нам сейчас ее тоже вот спаять сразу же. Это панель бардачка, я так понимаю, что-то такое. Не могу нарадоваться вот этому пистолету, так он выручает постоянно. Надо включить в розетку. Вот такой результат. Снаружи ничего не видно, а здесь прочное соединение. То есть, ну, мне кажется, это очень классная штука. Эти же легко отламываются усики плоскогубцами, просто чик-чик. После установки двери прикинули здесь вот панель. Получается такая конструкция, более-менее. С той стороны будет похуже, но все равно дверь нужно вырезать и корректировать. То есть вот примерно столько, и здесь вдоль. И будем это все втапливать. Других вариантов нету. Но я считаю, это и так минимальные жертвы, чтобы у нас все здесь стало. Так что сейчас, пока я буду паять там панель, сейчас вам покажу, Юра будет заниматься этим. С водительской же стороны мы пока что панель не можем собрать, потому что у нас лопнула вот эта вот деталь. Я ее сейчас впаиваю потихоньку, не спеша. Как только я ее впаяю, мы примерим вот эту нижнюю консоль. И у нас будет понятно, что здесь у нас и как обстановка здесь. Потому что в этой части тоже придется вырезать, и вырезать достаточно много. Ну, ничего страшного, потихоньку сделаем. Вот такое отверстие здесь вышло. Сейчас будем зашивать аккуратненько, красиво, чтобы эта часть уже работала четко. Дверь закрывается отлично. Вот, пришлось даже немножко здесь с завесой повозиться, но зато у нас будет все здесь аккуратно и красиво. Ку-ку. Я там тоже запаял, сейчас вам покажу.
Пока Юра варит дверь, я занимаюсь салоном. Преображается. Уже установлена панель. Вот эта панель управления здесь тоже установлена светом и полным приводом. Также установлен климат-контроль. И все, что осталось мне сделать, это закинуть вот эту панель. Но еще здесь вот консоль стоит. Я не знаю, возможно, они будут конфликтовать. И нужно будет в конце потом вставлять. Ну, а может и нет. Но вот сейчас буду смотреть здесь, прикидывать. Возможно, наверное, сейчас закину ковер. Соберу нижнюю часть. Все равно это все нужно делать. Вот, так что закидываем ковер. А потом уже установим вот эту самую последнюю панель. Ее несложно, она просто вщелкивается вот в эти пазы по кругу. Так, сейчас отнесу ковер на химчистку к нашим соседям, потому что страшненький он. И потом его только будем устанавливать, ну хотя бы с большего, чтобы они навели порядок. Приложив немного усилий, мы достигли вот такого результата. Так, это водительская дверь. Пассажирская дверь уже готова. Сейчас я вам покажу. А также немного продвинулся я уже по электрике, вы знаете. Ну, то есть, слава богу, как бы более-менее начал уже здесь я находить систему в этой всей нашей конструкции. Должен бы запуститься. Там подключил лямбды. Подключил форсунки здесь тоже. Вот. Положение дроссельной заслонки. Ну, одним словом, потихоньку разбираюсь. Но с проводкой не спешу, потому что проводка — это очень серьезная, ответственная работа. Здесь дверь будет выглядеть вот так сейчас. Ну, наверное, все-таки чуть попозже, потом, когда сделаем вторую, заварим, красочкой прокрасим, чтобы все было аккуратно, красиво. Дверь закрывается чуть туговато. Вот. Ну, просто ее нужно подрегулировать. Слишком далеко замок, потому что я даже вижу по этой всей нашей части, что сильно втоплено туда. Поэтому чуть-чуть сместим вот этот замок, и все будет четенько. Ну, в салоне, видите, эту панель тоже я накинул, потому что нужно было понимать, сколько выпиливать той двери. Так что скоро салон будет собран. Еще сохнет ковер. Надеюсь, он в ближайшее время высохнет, и мы сюда его закинем. Вот, ну а сейчас продолжу, выдую всю чачу отсюда, вот это вот все сейчас. Буду потихоньку выдувать, наводить здесь порядочек. Еще хочу вам показать ништячки, которые к нам пришли. Заказал печку на Ханамага. Не знаю, что с этого будет. Рубин 30Т. Ну, она небольшого размера, то, что нам надо. Серия с Ханамагом, кстати, выйдет в воскресенье, вот через несколько дней. Нормальная печечка, небольшая. Внутри что-то там еще отломано. Что за хрень? Прикиньте. Это рубин. Все понятно, она сломана. Сломан корпус внутри. Возврат. К сожалению, возврат. Шумоизоляция, друзья. Чуть-чуть обрезать придется. Дверь у нас. Так, эта проводка у нас в центральной консоли. Ее потом будем ставить. Здесь проводка у нас электросидений. Вот ее куда, я пока что не знаю. Ставим здесь. Потом переложим, если что. Все. Отлично.
Это ужас. Наживлять эти двери, это просто безумие какое-то. Так, ну сейчас, пока у Юры еще нервы есть, пусть чуть-чуть повозится. Собираю навесное все, установил щуп, провода высоковольтные. Одному проводу у нас гамон порвался, когда мы еще раньше делали что-то, и нужно заказывать провод. Вот, надеюсь, его возможно купить. Но здесь основную проводку накинул на мотор. Сейчас осталось мне ползти туда. Вот, накидывать на коробку, датчики, вот это все. Так что сейчас займемся. Уже завел жгут, который идет на лямбда-зонды и АКПП с пассажирской стороны. Сейчас вот водительскую сторону собираю. По мотору вроде бы все соединил. Нашел у нас в мусоре какой-то старый провод. И вы знаете, он подошел. Чуть-чуть там его подремонтировал. Все четко. То есть, ну там у нас газелевские в основном провода. Но, наверное, вряд ли это был газелевский. Юра говорит, что это какой-то другой провод. Вот, так что провод найден. Сейчас жгутуем, но работы здесь по электрике еще очень много. То есть у нас еще пооставались лишние провода. Нужно соединить все. Нужно нам еще собрать топливную систему. Много-много-много Ну еще работы. ж обманки поставить, то, что не подсоединил. Обманки поставить, что я не подсоединил. Вот, так. Это на АБС у нас выходы. Их мы сейчас отдельно просто зажгутуем. Мы пока что не будем эти датчики ставить. Пока что проводку раскладываю так, абы как. А потом, уже когда мы будем понимать, запустили, что у нас все в порядке, что он работает, только после этого будем дальше ее укладывать аккуратно и красиво. Дверь установили, все закрывается, все хорошо. Сейчас подкрасимся. И у нас, по сути, двери будут готовы. Я забрал ковер. Совсем другое дело. Вообще, я в шоке, если честно. Зила-Тах будет бомбический. Продолжим мы его собирать уже в следующих сериях. Хотел я в этой серии успеть, попытаться его запустить, но не хочу спешить. Не хочу, потому что по проводке еще много нюансиков. Нужно все посмотреть. Много нюансов. Нужно разобраться с насосами, будет ли насос работать. Массы сделать, очень много масс не хватает. Одним словом, работы еще хватает. Поэтому не спешим, но в следующей серии будем пытаться уже запускать наш мега-супер проект. Так что, друзья, огромная благодарность вам за поддержку от души. Спасибо, что поддерживаете, спасибо, что переходите по ссылкам наших спонсоров. Спасибо, что поддерживаете нас на Бусти. Огромное спасибо от души. Вам хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого наилучшего. Не забывайте подписываться и увидимся в следующих сериях. Всем пока!